лидер специальным рейсом из Америки для того, чтобы поддержать все инициативы Владимира Владимировича Путина, который сегодня говорил о концепции «Москва, Третий Рим», который говорил сегодня о Давосской речи Владимира Владимировича Путина, говорил о его выступлении на Валдайском форуме. Это потрясающий research, потрясающее исследование. Награждается золотым орденом PEACEMAKER Всемирного альянса миротворцев. Давайте поприветствуем его. Да, из рук господина посла, пожалуйста, возьмите этот сертификат, и мы имеем честь вам представить эту звезду. Прем Праyojan, давайте поприветствуем. Президент Международной академии, Chaitanya академии, сегодня вместе с послами мира укрепляет мир во всем мире. Всемирный альянс PEACEMAKER присутствует здесь, наш доблестный Крым, потому что мейн-офис этой организации находится в Ялте. I am humbled by receiving this award because I know that I am a very insignificant person and that all qualities, whatever good qualities, whatever achievements we make, that this is all by the grace of God. So I'm giving thanks to Sri Krishna, the Supreme Personality of Godhead, and only accepting this award on His behalf. Thank you very much. Огромное спасибо. Прем Праyojan сказал о том, что он со смирением принимает этот орден, понимая, что все качества, которые мы прославляем и достойны прославления, они приходят из единого источника, первоисточника, имя которому Господь Бог. И как бы мы его ни называли, Шри Кришна или какими-то другими именами, Он наш единственный, возлюбленный и сладкий Господь. I would like to thank you all for this opportunity to convey my point of view to the expert community who have gathered here at this conference on the dialogue of traditions. Я хотел бы поблагодарить вас за эту возможность донести свою точку зрения до экспертного сообщества, собравшегося на этой конференции на тему «Диалог традиций, духовной гармонии и будущей цивилизации». So this event has been organized to mark the occasion of the United Nations World Interfaith Harmony Week. Это мероприятие было организовано по случаю Всемирной недели межконфессиональной гармонии Организации Объединенных Наций. And it is also coinciding with the Mahatma Mela in Haridwar, India, which is the largest faith gathering in the history of the world, often attracts 30 or 50 million people. It's going on right now in Haridwar, India. И наше событие также совпадает с Махакумба Мелой, крупнейшим духовным собранием в истории мира, собрание, которое привлекает десятки миллионов, 30 и даже 50 миллионов людей, которое происходит сейчас на берегах священной Ганги в Харидваре в Индии. It is also my great honor to be here in this historical city of Moscow. И для меня большая честь находиться здесь, в этом великом историческом городе, в Москве. As you know, Rome was once the center of religious life in Europe until the fall of the Roman Empire. Then the center became Constantinople until the fall of the Byzantine Empire. And then the center of spiritual life in Europe became the third Rome, Moscow. Вы знаете, что Рим был главным религиозным центром Европы вплоть до падения Римской империи. Затем главным центром стал Константинополь вплоть до падения Византийской империи. И после этого Москва прославилась как Третий Рим. So, in that regard, whether or not one agrees with this historical conclusion, it is undeniable that the Russian Federation is leading the way in safeguarding the future of traditional spiritual values. И независимо от того, согласны вы с этим выводом или нет, нельзя отрицать, что Российская Федерация лидирует в деле обеспечения будущего традиционных духовных ценностей. So, in this regard, I would like to congratulate President Vladimir Putin and indeed all the citizens of Russia on the recent amendments to the national constitution. И в этой связи я хотел бы поздравить президента Владимира Путина и всех граждан России с недавними поправками в национальную конституцию. In particular, the significance of Article 67 cannot be overstated. В частности, значение статьи 67 невозможно переоценить.
the Article 67, paragraph 2 of the Russian Constitution stipulates that the Russian Federation is united by the 1,000 years history. В 67 статье Конституции Российской Федерации провозглашено, что Российскую Федерацию объединяет тысячелетняя история. And united by maintaining the memory of ancestors who transferred the ideals and belief in God to us. И Российскую Федерацию объединяет сохранение памяти предков, которые передали своим потомкам идеалы и веру в Бога. So at this time when other countries are busy expunging every last remnant of a reverence for God from their legal systems, Russia is leading the way and reversing the trend of godlessness. В то время как другие страны заняты тем, что вычеркивают из своих правовых систем все остатки благоговения перед Богом, Россия идет впереди и обращает вспять тенденцию безбожия. So without the recognition of God in the state, there is no stable basis for traditional morality. Без признания Бога нет устойчивой основы для традиционной морали. As you know, this is the eagle of Byzantium, Russian state symbol that represents the symphony. The two-headed eagle represents the symphony between the church and the state, working together for the benefit of all. Как вы знаете, вот этот двуглавый орел – это символ Византии, и он символизирует гармонию между государством и религией. And there is a ever-increasing body of data to suggest that the peace, the order, and the harmony in society is directly proportional to the moral integrity of the population. Существует все больше данных, свидетельствующих о том, что мир, порядок и гармония в обществе прямо пропорциональны моральной целостности населения. In the 10th anniversary meeting of the Valdai International Discussion Club in the Novgorod region on September the 19th, 2013, President Vladimir Putin offered the following thoughts. На 10-м юбилейном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Новгородской области 19 сентября 2013 года президент Владимир Путин высказал следующие мысли. So I quote, Я цитирую. Without the values which are embedded in Christianity and other world religions, people will inevitably lose their human dignity. Без ценностей, заложенных в христианской традиции и других мировых религиях, люди неизбежно потеряют свое человеческое достоинство. So we consider it natural and right to defend these values. Мы считаем естественным и правильным отстаивать эти ценности. Today we need new strategies to preserve our identity in the rapidly changing world. Сегодня нам нужны новые стратегии сохранения нашей идентичности в быстро меняющемся мире. So with these words, the president has called for new strategies. Этими словами президент призвал к новым стратегиям. And that is why we're here today. И поэтому мы здесь сегодня. It is my intention today to address this call of the president for new strategies for safeguarding our traditional wisdom. И сегодня я намерен обратиться к этому призыву Владимира Путина о новой стратегии сохранения традиционной мудрости. So we'll begin by presenting a fascinating story. И мы начнем с того, что представим очень увлекательную историю. Let me introduce you to Professor Anthony Flew of Oxford University, the world's most famous and influential atheist. Позвольте представить вам профессора Энтони Флю, самого известного и влиятельного атеиста в мире. So, frankly speaking, atheism is the most corrosive force in the world. Откровенно говоря, атеизм – самая разрушительная сила в мире. Nevertheless, our distinguished professor authored over 30 professional academic books on promoting the subject of atheism. Тем не менее, наш уважаемый профессор написал более 30 профессиональных философских работ, которые помогли установить повестку для атеизма. In fact, he wrote a paper presented in 1950 at Oxford University Socratic Club, which was chaired by C.S. Lewis. И он написал
работу, которую он представил в Сократическом клубе Оксфордского университета в 1950 году под председательством К.С. Льюиса. And that paper was called Theology and Falsification, and it became the most widely reprinted philosophical publication in the whole 20th century. Его труд называется «Теология и фальсификация», и этот труд стал самым широко переиздаваемым философским изданием на протяжении всего 20 века. But then, suddenly, surprisingly, and most unexpectedly for his academic colleagues, on December the 9th, 2004, the Associated Press headline announced, Затем внезапно, неожиданно и совершенно удивительным образом для его коллег-ученых 9 декабря 2004 года в заголовке Associated Press было объявлено. The headline announced that the world's leading atheist now believes in God. Один из ведущих атеистов мира теперь верит в Бога. More or less based on scientific evidence. Ну, так или иначе, более или менее основываясь на научных данных. So the question is, what is it that changed his mind? Вопрос, что же заставило его передумать? So the honorable professor attributed his change to a breakthrough in interfaith dialogue. И наш достопочтенный профессор объяснил свое изменение направления мышления главным образом прорывом в интеррелигиозном диалоге. That was first presented by Roy Abraham Varghese. И что было представлено впервые Роем Абрахамом Варгезе. So the essence of this breakthrough was the discovery of a scientifically rigorous and philosophically consistent structure which is shared by the four greatest thinkers of the four main religions of the world. Суть этого прорыва заключалась в выявлении научно строгой и философски последовательной структуры, которую разделяют величайшие мыслители четырех великих мировых религий. Okay, so the first of the great thinkers was Avicenna. И первым великим мыслителем был Авиценна. The great Muslim Islamic philosopher who was very much drawing on the influence of Aristotle. Это был великий мусульманский мыслитель, который был очень вдохновлен учением Аристотеля. In the 10th century. X век. The second thinker was Moses Maimonides. Второй мыслитель это Моисей Маймонид. Who was a great Jewish philosopher. Великий еврейский философ. In fact, there's a saying amongst the Jewish people that between Moses and Moses there was no one like Moses. Есть даже такая поговорка, что от Моисея до Моисея не было подобного Моисею. That means the Moses of the Old Testament and Moses Maimonides of the Middle Ages. Имеется в виду Моисей Ветхого Завета и Моисей Маймонида. Then, representing the Christian tradition, the thoughts of the great saint Thomas Aquinas. Представляет христианскую традицию великий святой Фома Аквинский. And finally, И, наконец, from India, from the Hindu Vedic tradition, the great saint Madhva Acharya. ведическую традицию представляет Шри Мадхвачарья. So this is very fascinating for me because I was ordained as a priest in the direct preceptorial succession of Madhvacharya. He's my great-great-great-great-great-grandfather teacher. Для меня этот святой представляет наибольший интерес, потому что я был посвящен в традицию Шри Мадхвачарьи как священник. То есть я принадлежу прямой линии наставничества, преемственности Шри Мадхвачарьи, и он является моим дедушкой-учителем. So by comparing the works of these four great thinkers, there emerges a matrix of ideas which are at the core of every religion. И сопоставляя работы этих великих мыслителей, мы обнаруживаем матрицу идей, которая лежит в основе всех великих религий. Which is philosophically sound and far from being refuted by any scientific discovery, rather cannot be refuted by any scientific discovery because this matrix of ideas comprises
the very foundational assumptions of the scientific methodology itself. Матрица эта философски обоснована и далека от того, чтобы быть опровергнутой каким-либо научным открытием. Она не может быть опровергнута, потому что содержит в себе самые фундаментальные предпосылки научной методологии. So these four thinkers at a similar time in history, but in very different places in the world and of different religions, presented almost identical argumentation. И эти четыре великих святых в одну эпоху, но в разных точках земного шара представили очень соотносящиеся, похожие принципы. So they presented the very sound rational proofs for a number of ideas. Firstly, the existence of God. И они представили очень рационально обоснованные принципы. И первый из них — это существование Бога. The existence of us as individual spiritual souls. Второе — это существование нас как индивидуальных духовных душ. That the physical world is real and distinct in essence, but not independent from the existence of God. Материальный мир, который нас окружает, он реален, он отличен от Бога, но не является независимым от Бога. The world is sensibly uniform and not chaotic or immune to investigation. Он разумно устроен, он не хаотичен, и он не восприимчив к исследованиям. The third point, that the goal of life is to know and ultimately to develop love for God. Цель жизни — познать и в конечном счете развить любовь к Богу. This is very important because in the opinion of Plato and also in the opinion of the Vedic culture, a political leader should also be a philosopher. Это очень важный момент. Согласно Платону и также согласно ведической традиции, политический лидер также должен быть философом. Because philosophy deals with understanding what is the goal of life. Потому что философия, она имеет дело с вопросом, какова цель жизни. Because if a leader doesn't understand what is the goal of life, then where is he leading everyone? Если лидер не понимает цель жизни, то как он может к этой вести куда-то народ за собой? When the blind lead the blind, everyone falls in a ditch. Когда слепой ведет слепого, то все падают в канаву. It's in the Vedas also saying. Это в Ведах цитата такая есть. And in the words of Jesus also. He said. Это также слова Иисуса. So we are speaking here about the universal principles here. Мы говорим здесь о универсальных принципах религии. Then the fourth principle, that this goal of life, love for God, is available by God's grace to those who live an ethical life of devotion, prayer, sacrifice and service. И четвертый принцип. Эта цель доступна по милости Бога для тех, кто живет этической жизнью, жизнью преданности через молитву, медитацию, жертвенность и служение. And the fifth principle is the purifying effect of singing and praising the names of God. И духовно очищающее действие прославления имен Бога. Russians like to sing. Huh? Русские любят петь. We see there are karaoke bars everywhere when I'm driving. Везде есть караоке. So singing is inspiring. Пение, оно очень вдохновляет. Inspiring means to bring in the spirit. Inspire means to bring spirit inside. Как по-английски, если дословно перевести, это в дух входит внутрь. So this theory became very prominent in the Orthodox Christianity in the early 20th century by the name of onomatodoxy. И вот эта традиция, она была развита в начале 20 века в традиционном ортодоксальном христианстве, православии. Ономатодоксия называется. It means the theory that the name of God and God Himself are identical. So by praying, one experiences union with God. И она говорит о том, что имя Бога и сам Бог, они не отличны, и благодаря молитве мы соединяемся с Богом. So the core set of principles presented by all these main thinkers of the main religions of the world, I call theological structural realism.
Этот универсальный набор основных принципов, которые представили вот эти 4 святых, я назвал теологическим структурным реализмом. This structural realism demonstrates that God is a necessary being. Этот теологический структурный реализм демонстрирует, что Бог необходим, это необходимое существо, Whose existence cannot be rationally denied without making a self-defeating statement. и существование Бога невозможно отрицать, не делая саморазрушающего заявления. And that the self-defeating statements are due to a cognitive failure. И вот такие саморазрушительные заявления атеисты делают из-за когнитивной ошибки. So in the face of a theological structural realism, atheism becomes indefensible. Перед лицом теологического структурного реализма атеизм становится неоправданным. Because we can demonstrate the root psychological error and the subsequent series of cognitive failures that constitute the very conditions for the possibility of the atheistic conception. Он становится беззащитным, потому что теологический структурный реализм, он демонстрирует коренную психологическую ошибку и также серию таких когнитивных ошибок, которые составляют основу возможности существования атеизма. So what is the effect of this strategy? Каков эффект этой стратегии? That was so powerful, it could convert the world's leading academic atheist. И эта теория имеет большую силу, потому что она может величайших атеистов обратить в верующих. So firstly, it is a disaster for all religions that in the popular perception, faith means belief in something irrational or unprovable. И This is a wrong idea about faith. это катастрофа, то, что люди думают, что вера — это что-то нерациональное, что-то сентиментальное такое. In the eyes of the general people, many people think that faith is something which is opposed to reason. Ну, это что-то такое нерациональное. Люди думают, что вера не является рациональной, это что-то такое очень противоречивое, да. But faith means loyalty. Но вера означает преданность, A loyalty to God. преданность Богу. Just as a chaste wife is faithful to her husband, so the soul who is religious, he is faithful to the service of God. Как целомудренная жена предана мужу, так и душа должна быть предана Богу. So one might ask, what is the relationship between the theological structural realism and the individual faiths? И кто-то может спросить, ну какова связь между вот этой вот теорией структурного теологического реализма и индивидуальной верой человека? So we may say it is the same as the relationship between nutrition and cuisine. Аналогичная связь, как между питанием и кухней. The principles of nutrition apply to everyone universally, but what cuisine you like, that is a question of personal taste. Принципы питания относятся одинаково ко всем людям, но кухня, которую они предпочитают, тот вкус, который они предпочитают, он индивидуален. So the theological structural realism applies to everyone, but the way that it's expressed in a Christian way, in a Hindu way, in an Islamic way, or whatever, is down to the individual conscience. Теологический структурный реализм универсален для всех верующих людей, но вера, которую предпочитают люди, будь то христианство, ислам, индуизм и другие религии, здесь этот вкус уже зависит от индивидуальной потребности души. So we heard the honorable gentleman speaking about the importance of engaging with the youth. Здесь вот уважаемый джентльмен говорил о важности работы с молодежью. So today the youth are positively encouraged by the media to whimsically dismiss the accumulated wisdom of their ancestors. Сегодня молодежь стимулируется популярными средствами массовой информации и таким вот образом отмахивается от накопленной мудрости наших предков. So it's within the interest of society to promote a serious engagement with the thinkers of the past. И в интересах всего общества содействовать серьезному взаимодействию с великими мыслителями прошлого. So I am proposing
that the case study of the conversion of the world's most famous atheist, Professor Anthony Flew, be implemented within the national educational curricula Я предлагаю, чтобы вот это as a case study. удивительное событие, превращение атеиста профессора Энтони Флю было рассмотрено и реализовано в рамках национальных учебных программ. Because it brings the perennial debate on theism up to date and also highlights the fundamental agreement between the greatest thinkers of the religious traditions. Это необычное событие делает актуальным многолетние дебаты о атеизме и подчеркивает фундаментальное согласие между величайшими философами основных мировых религий. So there has to be a sustained and coordinated effort within the media and within education to defend the truths of traditional faith. Поэтому в рамках средств массовой информации, в рамках образования должны предприниматься постоянные и скоординированные усилия по защите истин традиционной веры. Otherwise they may be lost and they will not return. Иначе мы можем потерять эти ценности, и они никогда не вернутся. So I'm inviting the educators and policymakers to collaborate with our Chaitanya Academy to implement educational structures to safeguard the future of faith and civilization for the benefit of future generations. И я приглашаю педагогов и политиков сотрудничать с Chaitanya Академией в создании образовательных структур для защиты будущего веры и цивилизации на благо всех будущих поколений. Thank you for your patience. Спасибо за ваше терпение.